Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске сильное землетрясение на северо-востоке Японии и угроза цунами, наводнение в Малайзии и Турции, сильные снегопады в ряде регионов России, пожар на новом НПЗ в Индии и многое другое. В понедельник северо-восточное побережье Японии содрогнулось от мощного землетрясения магнитудой 7,7. По данным японского метеоагентства, подземные толчки были зафиксированы в 16:53 по местному времени в Тихом океане на глубине около 19 километров в районе побережья Санрику, примерно в 100 километрах от префектуры Ивате. Толчки ощущались на обширной территории острова Хонсю, в том числе в Токио, где в течение нескольких минут раскачивались высотные здания. Сразу после основного удара последовала серия авторшоков, самым мощным из которых стал толчок магнитудой 5,6, зафиксированный менее чем через час в том же районе. Всего в течение первых часов специалисты отметили не менее 6 значимых повторных толчков. Власти объявили предупреждение о цунами для префектур Ивате, Аомори и Хоккайдо, прогнозируя высоту волн до 3 метров. Жителей прибрежных районов призвали немедленно покинуть опасные зоны и переместиться на возвышенности. В частности, эвакуационные распоряжения затронули более 182 тысяч человек. Вскоре после оповещения первые волны достигли суши. В порту Куджи в префектуре Ивате был зафиксирован подъем воды на 80 сантиметров, а в портах Хатинохе и Уракава на 40 сантиметров. Несмотря на то, что через несколько часов статус угрозы был понижен до уровня рекомендации по цунами, а к полуночи все предупреждения были сняты, обстановка оставалась напряженной. Землетрясение привело к сбоям в работе транспортной системы, была временно приостановлена работа скоростных поездов Синкансен в северных регионах, а также перекрыты участки автомагистралей. Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company сообщила, что отклонений в работе атомных электростанций Фукусима-1 и Фукусима-2 не выявлено. Ученые предупреждают, что в течение ближайшей недели сохраняется высокий риск повторных толчков аналогичной силы. Более того, японское метеоагентство выпустило специальное предупреждение о том, что вероятность возникновения еще более разрушительного мегаземлетрясения магнитудой 8 и выше в этот период стала значительно выше. В понедельник на строящемся нефтеперерабатывающем заводе Rajasthan Refinery Limited в Пачпадре в округе Балотра в штате Раджастхан вспыхнул пожар. Инцидент произошел всего за день до запланированного торжественного открытия объекта премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Очаг возгорания находился в районе установки первичной перегонки нефти. Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка углеводородов через один из клапанов или фланцев в цепи теплообменника. Над территорией завода поднялись густые клубы черного дыма, видимые за несколько километров. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на место оперативно прибыли более 20 пожарных расчетов. Пожар удалось локализовать и потушить примерно в течение 2 часов, после чего специалисты приступили к охлаждению оборудования для предотвращения повторного возгорания. Министерство нефти и природного газа Индии сообщило, что из соображений безопасности и необходимости оценки ущерба визит премьер-министра и церемония открытия завода, назначенные на 21 апреля, теперь отложены на неопределенный срок. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на штат Селангор в Малайзии, привели к масштабным наводнениям. В Шах-Аламе подъем уровня воды зафиксирован в нескольких жилых кварталах и на главных городских улицах. Экстренные службы оперативно развернули временные пункты эвакуации для жителей низинных районов. Ситуация осложнилась выходом из берегов местных дренажных систем, не справившихся с аномальным объемом осадков, из-за чего вода начала проникать в цокольные этажи зданий и торговых центров. Одновременно с этим критическая обстановка сложилась в Петалинг-Джая, где интенсивные ливни вызвали глубокое затопление дорожного полотна на основных транспортных артериях, связывающих город с Куала-Лумпуром. Десятки автомобилей оказались заблокированы на дорогах, образовав многокилометровые заторы, а движение по ряду ключевых эстакад было полностью перекрыто полицией в целях безопасности.
Власти штата Селангор привели все спасательные подразделения в состояние повышенной готовности, призывая граждан избегать поездок в пострадавшие районы до спада уровня воды и внимательно следить за официальными предупреждениями метеорологической службы о возможных повторных ударах стихии. На турецкую провинцию Мардин в понедельник обрушился сильнейший шторм, сопровождавшийся аномально крупным градом. Местные жители сообщают, что ледяные осадки за считанные минуты покрыли дороги плотным слоем, заблокировав движение транспорта и повредив припаркованные автомобили. Ливневые потоки хлынули в подвальные помещения жилых домов и первые этажи коммерческих зданий, особенно в густонаселенных районах и округе Кызылтепе. Внезапное наводнение нанесло серьезный ущерб и сельскохозяйственным угодьям региона. На фоне непогоды муниципальные службы Мардина были переведены на усиленный режим работы. Бригады спасателей эвакуировали десятки людей из заблокированных водой транспортных средств. Несмотря на масштаб разгула стихии и хаос на дорогах, жертв среди населения удалось избежать, однако материальный ущерб оценивается как значительный. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильных погодных условий в юго-восточной Анатолии и призывают граждан проявлять максимальную осторожность, избегая поездок в поймы рек и низменные зоны до полной стабилизации обстановки. В Забайкальском крае из-за мощнейшего снежного шторма и нулевой видимости на федеральной трассе А-321 Чита-Забайкальск в ледяном плену оказались сотни автомобилистов. Сильнейшая метель полностью парализовала движение на сложном участке дороги. Основной затор наблюдался в районе поселка Ясное, где десятки людей были вынуждены провести долгие часы в заблокированных автомобилях, ожидая помощи спасателей в условиях низких температур и сильного ветра. Для пострадавших были развернуты 5 пунктов временного размещения, где организовано горячее питание, предоставлены спальные места и необходимая медицинская помощь. Нижний Новгород столкнулся вчера с арктическим вторжением. Сильный снегопад начался еще в ночные часы и продолжался на протяжении всего утра, засыпав улицы белым полотном вместо привычной апрельской зелени. По данным синоптиков, за неполные сутки в Нижнем Новгороде выпало около 14-15 сантиметров снега, а в некоторых округах региона высота свежевыпавшего покрова достигла 20 сантиметров. Из-за резкого ухудшения погодных условий власти города призвали жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, так как многие автомобилисты уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Несмотря на метель, заторов на региональных трассах зафиксировано не было. Синоптики Верхневолжского гидрометцентра предупредили, что неустойчивая погода с мокрым снегом и дождем сохранится и сегодня, а окончательное потепление ожидается к середине недели. В Приморском крае на фоне весеннего потепления северные районы вновь оказались во власти зимней стихии. Циклон обрушил на север региона обильные снегопады, которые особенно сильно затронули Тернейский муниципальный округ. За короткий период на улицах и придомовых территориях образовался слой снега высотой около 10 сантиметров. Белое полотно полностью скрыло первые признаки весеннего пробуждения природы, вернув в округ пейзажи середины зимы. Ситуация осложняется неутешительными прогнозами метеорологов, согласно которым осадки различной интенсивности сохранятся в северной части края до конца текущей недели. Дорожные службы и сотрудники МЧС призывают водителей проявлять максимальную осторожность, напоминая, что на перевалах и открытых участках трасс погодные условия могут быть значительно суровее, чем в низинах. В Амурской области апрельский снегопад и шквалистый ветер превратили трассу Слободный-Благовещенск в зону повышенной опасности. Из-за мокрого снега на дорожном полотне образовался слой гололеда, что привело к массовым съездам автомобилей в кюветы. Только на участке со 101 по 120 километр зафиксировали как минимум 3 вылетевшие с трассы машины.
Под тяжестью осадков ломаются деревья и падают прямо на проезжую часть, создавая дополнительную опасность и заторы на дорогах. В районе Туапсе зафиксирована сложная экологическая обстановка, вызванная последствиями пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе. После прошедшего дождя на улицах, тротуарах и автомобилях образовались характерные черные разводы и плотный маслянистый налет. Продукты горения, попавшие в атмосферу в результате возгорания на НПЗ, были подхвачены восходящими потоками воздуха и впоследствии сконденсировались в облаках, выпав на землю вместе с дождевыми каплями. Параллельно с этим тревожные новости приходят из акватории Черного моря. В непосредственной близости от порта Туапсе было обнаружено обширное нефтяное пятно из-за разлива нефтепродуктов в море. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров. К месту обнаружения загрязнения были направлены специализированные суда для локализации пятна с помощью боновых заграждений и последующего сбора нефтепродуктов. Экологи предупреждают о серьезных рисках для морской фауны и прибрежной экосистемы. Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, совершила первую в своей истории успешную вертикальную посадку многоразового ускорителя тяжелой ракеты New Glenn. Старт состоялся с мыса Канаверал во Флориде, и спустя примерно 10 минут первая ступень ракеты мягко опустилась на автономную морскую платформу. Этот триумф рассматривается как мощный сигнал усиления соперничества со SpaceX Илона Маска, которая долгое время удерживала лидерство в сфере многоразовых пусков. На борту New Glenn находился коммуникационный спутник Bluebird 7 компании AST Space Mobile, предназначенный для обеспечения прямой связи со смартфонами на низкой околоземной орбите. Несмотря на блестящее возвращение ускорителя, миссия сопровождалась техническими сложностями на финальном этапе. Представители Blue Origin сообщили, что спутник отделился, но оказался на неноминальной орбите, что может быть связано с отклонениями в работе верхней ступени. Тем не менее, успешное возвращение ускорителя подтверждает жизнеспособность архитектуры New Glenn и знаменует появление еще одного оператора тяжелых многоразовых ракет-носителей. В Акмолинской области Казахстана сотрудники МЧС во время ликвидации масштабного степного пожара, угрожавшего населенным пунктам, спасли жеребелка из ямы. Инцидент произошел вблизи села Кызыл-Суат, где на открытой территории произошло возгорание сухой травы. В ходе борьбы с огнем столичные спасатели, прибывшие для усиления местных подразделений, обнаружили испуганное животное, которое провалилось в глубокую яму и не могло выбраться самостоятельно. Пожарные оперативно извлекли жеребенка из ямы, один из сотрудников вынес его на своих плечах в безопасную зону. Сообщается, что жеребенок не пострадал, а видео с моментом его чудесного спасения очередной раз подчеркивает о ценности каждой спасенной жизни для спасателей, даже в экстремальных условиях. В понедельник регион Хаиль в Саудовской Аравии оказался во власти экстремальной погодной системы, характеризующейся мощными суперячейковыми грозами. Национальный центр метеорологии выпустил ряд предупреждений в связи с прохождением масштабного грозового фронта, который, по прогнозам, продлится до конца текущей недели. В регионе зафиксированы интенсивные ливни, сопровождающиеся крупным градом, размеры которого в некоторых районах, таких как Аль-Хайт, достигали величины мяча для гольфа. Обильные осадки привели к образованию мощных дождевых потоков, превративших пустынные низины в бушующие реки и вызвавших внезапные наводнения в городских кварталах. Стихия сопровождалась шквалистым ветром, вызвавшим пыльные бури и значительное снижение видимости на дорогах, что практически парализовало транспортное сообщение в ряде районов провинции. Местные власти приняли решение о переводе учебных заведений на дистанционный режим работы. Метеорологи предупреждают, что нестабильная воздушная масса в ближайшие дни продолжит оказывать влияние на 12 административных регионов королевства, сохраняя риск формирования новых грозовых ячеек и повторных паводков.
Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.